Итак, всем привет! Я не просто так снимаю данное видео. Речь пойдет о том, как же разрабатывается Windows в программе Windows Insider. Потому что встретил в комментариях человека и решил на эту тему поговорить. Поехали, посмотрим на примере Windows 11 21H2. Начнем с того, что откуда взялась Windows 11. Изначально Windows 11 как таковая, о ней даже речи не шло. Разрабатывалась Windows 10, то есть обновление для Windows 10 в стиле Windows 10X, то есть оформление новое. Потом Microsoft решила, нет, мы 10-ю Windows закрываем, то есть и делаем представим новую Windows 11. И 24 июня 2021 года прошло специальное мероприятие, посвященное Windows 11. Мы все его смотрели, мы все его обсуждали, а 28 июня 2021 года вышла сборка для инсайдеров канала Developer, первая. И потом пошли обновления 65, 71, 100. Потом сборочка попала. Вот 22100 попала в канал Бета. Она не была еще выпущена. В моем понимании вышло обновление для Windows 11, когда оно выходит вот в этот круг общедоступный. Это все инсайдерские. А это вот общедоступное. Так вот, вышла эта сборочка в канал Бета, и потом выходила Developer и Бета одновременно. Так как Microsoft до этого уже имела что-то при себе, то есть вот Windows 10, 21318, вот это все Developer. Так как Microsoft имела при себе уже что-то, то Windows 11 она вышла очень быстро. То есть вот. Потом 120 Developer Beta. Это она еще не вышла. 132 Developer Beta. Оно ничего еще не вышло. И вот 2 сентября только в канал превью вышла версия 21H2. То есть в канал предварительный выпуск. И уже вот с этого момента уже можно было ставить наименьшее количество багов. То есть там их вообще не было. И вот система допиливалась. Ну, в итоге допилилась. Спустя, скажем так, 2 недели, по идее. Вышла сборка 184, 194, и 4 октября сборочка 22194 попала для всех пользователей. Windows 11 вышла 4 октября 2021 года. И далее вот допиливалось обновление. Видим мы, что обновление допиливалось. В данный момент это уже 22708. Это обновление накопительное, оно и в превью, то есть предварительный выпуск, и для всех. Что я хочу этим сказать? Мне написал человек, что еще 2 месяца назад Windows 11 22H2 была доступна. Как я хочу поспорить с этим, так как он не прав. 22H2, вот его разработка. Выпущена версия для девелоперов, то есть для канала Dev, с большим количеством багов, лагов, зависаний и прочего, ошибками. И вот идет разработка. Энтузиасты ставят, инсайдеры ставят, которым по кайфу терпеть баги, терпеть всякие зависания. Вот идет разработочка, вот она. Вот версия 22H2 попала в бета.
и в Developer, но это еще не был финал. Эта сборка промежуточная. 22.581.1. Все это промежуточно выходило для разработчиков, для энтузиастов, в бета-канал. И вот 11 мая эта сборочка 22621.1 вышла в канал бета, но еще не была подтверждена как финальная компанией Microsoft. Она тестировалась в канале бета с 11 мая по 7 июня. И в итоге была подтверждена как финальная только после того, как Microsoft подтвердит финальную сборку, она попадает вот в этот канал. Эта сборка подписана как финальная. А дальше просто будет допиливаться. Будет выпускаться кумулятивное обновление. В итоге мы увидим сборку 22621 и какую-нибудь 100, 200, 300. То есть точка 100, точка 200, точка 300. Я сам еще этого не знаю. Будем следить. Я хочу сказать, что вот оно обновление. Не вот это вот все, то, что выходило в дев-канал с багами-лагами. Это тестирование, это разработка. Вот он, финал обновления. Только после подтверждения компании Microsoft. Поэтому не надо говорить, что Windows 11.22H2 была аж 2 месяца назад доступна, когда она стала доступна 2 сентября 2021, но только для энтузиастов, для разработчиков, для тех людей, кто любит баги, для тех людей, кто пишет отзывы в Microsoft. Вот это вот, почему я говорю, что можно ставить? Потому что значительных изменений не будет, будет допиливаться. Скорость работы будет патчиться просто. Стабильность, скорость, отзывчивость системы. И где-то через 3 месяца только эта сборочка появится. И появится она вот здесь. Там, где сейчас 22708. Еще один момент. Вот такие мои рассуждения, и они полностью верны. Не вот это вот обновление, а вот это вот новая версия Windows. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий. Увидимся в новых роликах. Это была мат-часть по программе Windows Insider. Всем пока.